Потому что я из КГБ. Сегодня снимаем 7-й выпуск с человеком, которого зовут Бакуниста. И он колет татуировки фрихендом. Это будет самое ебанутое интервью, может быть. Но это не точно, потому что еще мы его не сняли. Я Бакуниста, живу нигде. В общем, я пел в церковном хоре, С детства ты пел в церковном хоре? да, и ходил в христианскую школу. Поэтому все так. И получилось. Да, бабушка водила меня в католическую вот эту вот школу, и мне это не нравилось. Но я продолжал ходить, потому что я был очень маленький. И, впоследствии, спустя несколько лет, все выразилось в такой форме атеизма и противодействия этому. Но спустя какое-то время это приобрело такой мутантскую форму, или как объяснить. То есть, играя Black Metal, мне стали задавать вопросы, почему у меня, допустим, почему у меня есть стигматы, почему у меня 2 или 3 Иисуса на теле и так далее. То есть люди не понимали это. А все заключается с детства. Да, вся эта фишка в детстве лежит. То есть, допустим, если брать во внимание проект «На моем теле», то часть проекта религиозная, часть проекта диктатура. С помощью этого проекта я не хочу... еще раз. Этим проектом я хочу создать больше вопросов, чем ответов. В школе ты был обычным пацаном? Волшебно. А что делал? Как проводил вообще время свободное? Мы дрались много на улице. Почему? Потому что нам не нравились лысые чуваки, Скины? которые нам мешали играть концерты и так далее. Ты панковал? Да, еще как. Или был эмарем? Да, я панком был. И дрался со скинами? Можно их так назвать. Ага. И сколько победил? Это был неравный бой. Я думаю, их победила Шиха. Когда вся эта история закончилась в моем городе, им просто стало скучно, и противоборствующей стороны не стало, потому что все уехали в столицу, какого города не скажу. И им стало скучно, они стали курить Шиху, и Шиха их победила. Ага. И после школы ты что делал? После школы я поступил в универ. На 2-м курсе мне пришлось бежать из страны, Почему? потому что моих друзей стали садить в тюрьму за определенного рода поджог и таскать на допросы в КГБ. Поэтому я и есть КГБ. Ага. Как ты думаешь, вообще это интервью стоит выкладывать в интернет? Да, конечно. Потому что мне есть о чем сказать. Чем ты хотел поделиться? У тебя были какие-то темы, которые ты хотел осветить? Например, меня очень часто спрашивают, в чем заключается моя секта. И что это за игра со словами секта? Секта, в первую очередь, это сообщество людей, начиная от моих клиентов и заканчивая аудиторией и коллективом, относящимся к этой движухе фрихенд-футуризм и в целом к автоматическому созданию искусства, музыки и татуировки. То есть каждый, кто приходит ко мне на сеанс, является частью секты. Основным символом секты является зуб. Я называю это зуб Христа.
То есть в каждом моем проекте, в каждой татуировке есть символ зуб. Зубы Христа — это символ всепрощения. То есть в христианстве есть такая тема: если кто-то тебя обидел, ты должен поставить одну щеку, вторую щеку и все время прощать. Но так как мы живем в таком мире, в котором ты будешь просто бесконечно щеку подставлять и проебешь все зубы, имеет место быть такой символ. То есть это не только символ того, что кто-то что-то теряет из-за коннекта с людьми. То есть ты можешь также и вернуть свой зуб обратно, если это хороший коннект, скажем так, если это плодотворная коллаб. То есть если это интервью пройдет заебись, ты вернешь свой зуб обратно. Если это полная хуйня, ты что-то потеряешь навсегда в виде зуба, например. Надеюсь, я не потеряю. Нет. Будем надеяться. Музыкальное образование у тебя есть? Частично. В какой части? Гитара. В общем, это не закончено и к лучшему, потому что, как я уже говорил в прошлом, любые университеты и так далее, они могут сказаться в лучшую сторону и в худшую. То есть это создает рамки. Ты против рамок? В некотором роде да. Или какие-то ты все-таки бы оставил? Я думаю, какие бы ты оставил, да. Например? Например, хороший вопрос. Педофилия для тебя это рамки? Педофилия — это диагноз, я думаю. Клинический? Логически. Как ты относишься к людям с психическими заболеваниями? Я считаю, что это рамки тоже. Массами навязан аспект того, что есть норма и что есть не норма. И, возможно, шизофрения и прочие кренделя являются просто ярким примером того, что это расширенное сознание и, возможно, наиболее глубокое понимание вопроса, чем люди, держащие себя в рамках того, как себя вести, как поступать, что делать. То есть, возможно, психи гораздо более продвинутые, чем стандартные люди. И считаешь ли ты, что у тебя есть психическое отклонение? Смотри на меня. Вижу. Ну вот. Но вопрос заключается не в том, как ты выглядишь. А в том, что я говорю, ты считаешь, что нет? Я считаю, что ты должен ответить сам. Да, я думаю, да. Ага. Ты их как-то идентифицируешь или ты просто думаешь, что они у тебя все-таки есть? Я считаю, если сопоставить, опять-таки, то, чем я занимаюсь, то, как я провожу свой досуг и результаты этого, естественно, они отличаются от общепринятых каких-то норм и пониманий, начиная от татуировки, музыки, заканчивая тем, что я ем, тем, как я сплю, где я нахожусь, куда я, как я передвигаюсь и в целом какие-то нормы. Подписка! Понимание существования. То есть ты не отталкиваешься от того, что то, чем ты занимаешься, это норма? Что? То, чем ты занимаешься? Это норма или нет? Да. Ты считаешь, что это сразу априори это не норма? Я так не считаю, но я слышу реплики в свой адрес, и они таковы, да. Например, когда я колю в полной темноте, мне задают вопрос, почему. Или когда я делаю, что хочу, на коже, или когда я делаю импровизацию и так далее, меня хотят заключить в рамки жанра музыкального и так далее. То есть, опять-таки, получаю вопрос, почему. И все сводится к тому, что это не норма, и это должно быть так, а не так. А кто сказал, что это должно быть так, а не так? Это сказано массами. Масса диктует стандарты и понимание того, что должно быть норма, а что есть психическое отклонение, что есть маразм, шиза и так далее. Все диагнозы — это то, что выходит за рамки понимания. Почему ты голый?
Мне жарко так. Тут очень жарко у вас. А в маске? Маски нет. Нет, почему ты в маске? Потому что я не хочу показывать свое лицо. Ты стесняешься? Чего? Своего лица? Да. Нет. Ну, если ты в маске, то ты же, значит, чего-то боишься? Нет, я не боюсь, я хочу просто показать только то, что я хочу показать. А это значит, что ты хочешь показать свои татуировки? Например, Ты ими гордишься? в каком ключе? В общественном достоянием ты считаешь это? Я считаю, что это хорошая коллекция. Концептуально. Это твое самовыражение или это просто протест? И то, и другое. Почему твое самовыражение выражается в протесте? Потому что все, что было нормой, мне казалось неприемлемым. То, как ты должен расти, то, как ты должен существовать, то, кем ты должен быть после обучения, и то, что должно произойти после обучения. Все от начала до конца мне казалось неприемлемым. Именно поэтому я выбрал побег и цыганский образ жизни, и отрицание понимания того, что если я закончу универ или не закончу универ, то я не стану тем-то и тем-то, кем я хочу. То есть моя задача в обучении, то есть я хотел изучать искусство, я хотел рисовать, но мои родители этого не хотели. Они считали, что если я пойду в универ на ту должность, в тот формат, в то русло, в которое они хотят, то я буду тем, кем должен быть. Но по факту я хотел рисовать, и им этого не хотелось. Естественно, после того, как я бежал из страны, вся история с универом закончилась, и родители до сих пор не верят в то, что я могу кем-то быть без корочки, без машины, без квартиры, без какого-то имущества, за исключением чемодана. Кем ты себя идентифицируешь сейчас? Я сектант. Секта — это антисоциальная? Ну, так как в нее входят люди, она социальная. Я широко, она достаточно масштабная. Какой посыл у секты? Основа заключается в том, чтобы не замыкаться в этих стандартах и рамках, клише и жанрах музыки, искусства и самовыражения. То есть я считаю, что это максимальная диктатура вокруг нас, в каждом направлении самовыражения. Я в общем, объявляю войну этому. Консерватизм спрятан за одеждой, за татуировками и так далее. То есть Лайк! люди, ты можешь встретить чуваков с татухами на лице, с какими-то субкультурными чертами, или как сказать, и может сложиться впечатление, что они тоже как бы open-minded и способны принять твой посыл, но нет. То есть обвинение в том, что я колю в темноте, поступает от людей, которые выглядят именно так. То есть они прячутся в субкультуре, они прячутся за внешним видом, используя шмотки и аутфит, они прячутся таким образом. И фрихенд-футуризм и подобное создание музыкального стиля, в котором мы играем с проектом «ГУЛАГ Штахельдрат», оно полностью позволяет абстрагироваться от этого. То есть люди с консервативным складом ума попросту не дойдут до меня. Когда они слышат, что я делаю это сразу на коже, не обсуждая с ними, не делая то, что они хотят, Подписка! у них просто как бы взрыв в голове и максимальное расхождение с пониманием того, что как должна выглядеть татуировка. И чувак, который в маске, блядь, пишет «Добро пожаловать в секту» каждому клиенту, который приходит, он по факту он становится сектантом. Сектантом твоей татуировки? Он становится участником секты Бакуниста и этого масштабного коллектива.
После каждой татуировки и после каждого ритуала доверия максимального, стопроцентного. Ага. Почему ты зовешь себя бакунистой? Истоки лежат в прошлом, до того, как я бежал в Питер и так далее. Был такой анархический коллектив бакуниста испанский. Связано ли это как-то с сайтом бакуниста? И да, и нет. Но в этом лежали истоки. Впоследствии, я считаю, это тоже формат, жанр и клише, и субкультура. Я считаю, что от этого стоит бежать максимально. Не идти, а бежать. Давай назовем это так. Считаешь ли ты себя антихристом в татуировке? Да. Ага. Меня не любят официальные фотошопы, олдскул, коллективы и так далее. Они считают, что я делаю все не так, как нужно, а то, как нужно, они определяют сами за счет того, что они консервативные также. Но не кажется ли, что те, кто придерживается каких-то этих правил в татуировке, они отталкиваются от художественной составляющей больше и... А ты считаешь, что в моих проектах нет художественной составляющей? Или кто так считает? Я думаю, что так считают многие, которые тебя не котируют как татуировщика, поэтому тебе... Давай так, назовем, что ты не татуировщик, может, а сектант. Короче, татуировка для тебя это несет больше не художественный смысл, а какой-то сакральное действие. Я не считаю, что я татуировщик, и я не считаю, что я музыкант, и именно это позволяет мне расширить эти рамки и не замыкаться в них. Лайк! Я могу выразить себя в куске на стене, я могу выразить себя в каком-то перформансе, в музыкальном альбоме и так далее. Так твоя татуировка это художественная какая-то ценность, или она больше несет ценность твоего просто выражения? И та, и другая, то есть часть проектов, они достаточно триповые. И интересный аспект заключается в том, что они все адаптированы под shape of body, как это сказать по-русски. Форма тела, да, форма тела. То есть с тем, как ты двигаешься, проекты тоже оживают и, допустим, объединяя эту часть руки, в общем, соединяя какие-то части тела, ты можешь как бы миксовать это как пазл, и рисунок меняется, и составляющие меняются, и я считаю, что данного рода проекты имеют гораздо больше жизни, чем проекты, заключенные в форму и понимание и мотив, абстрактные проекты. То есть со временем ты, если у тебя, допустим, набит Иисус, ты его со временем будешь видеть как бородатого мужика, Иисуса, или в любом случае это человеческая форма, лицо, борода и в твоем понимании формат. Абстрактные проекты со временем ты будешь видеть в этом что-то новое и находить что-то новое, потому что сознание будет меняться. И... Так абстрактная форма динамична? Как динамит. Как путешествовать? Нравится вообще? И да, и нет. Какие плюсы, какие минусы? Основной минус заключается в том, что когда ты очень много кругов навернул по Европе, хочется заглянуть за рамки Штаты, Азия и так далее. То есть хочется все больше и больше новых мест. Как наркотик. Ага. И где ты еще не был? Я не был в Азии, не был в Штатах, не был в Скандинавии. Но в основных столицах я был Европы. И в целом по России мы тоже были в туре. Мы ехали до Байкала 2 года назад через всю Россию. Какие самые яркие впечатления, где ты получил? Да, я приехал в первый день в Берлине на Геспот. И в эту студию, куда я приехал, то есть там такой hidden spot, неофициальная студия закрытого типа. В соседней комнате находилась техно-студия. То есть техно и татухи в одной локации. И в этот же день мы
попали на тусовку, и в этот же день мои рамки музыкально расширились в разы. То есть я решил, что гораздо интереснее экспериментировать с электронной музыкой, чем с инструментальной только. Или наоборот, просто выражать себя независимо от вот этих вот инструментальных коллективов, заключающихся в 5 участниках и мнении, разделенном на 5 личностей. Тебе нравится больше, что принимать решение, одному? Да. Ты плохо уживаешься с коллективом? Я не скажу, что плохо, но мне гораздо лучше с минимальным количеством людей, скажем так. Ага, есть ли какая-то история, связанная с этим? Ну да, например, история моей группы. 5 участников, которых не ебет то, какой концепт ты хочешь преподнести, а для них гораздо большее значение имело то, что они хотят срубить бабла и стать известной группой, неважно какими способами и так далее. Вот. И каждая репетиция — это война, и в которой, если у тебя есть концепт и представление того, что ты хочешь показать, твоя точка зрения делится на 5 частей и теряет свою суть. Именно поэтому индивидуализм важен, и даже в новом коллективе, когда 2 участника, есть определенные сложности. А если ты хочешь преподнести именно свою точку зрения, тебе приходится считаться с мнением твоего коллектива, заключающегося в 2, а не в одном «я». Вечность для тебя это что? Бесконечный источник Чего? вдохновения. Где ты его берешь? Мое вдохновение. Да. Я черпаю его в путешествии и в коннекте с интересными людьми, с которыми я знакомлюсь за счет своего творчества и за счет путешествия. Вдохновляет ли тебя неприятие твоего творчества? Тоже. В большей степени? Ну, скажем так, оно не отражается ни в коем роде на моем самовыражении, но позволяет понять то, что нужно двигаться независимо от мнения людей максимально. То есть стоит его слушать для того, чтобы понимать рамки, которых стоит избегать. Не считаешь ли ты, что то, в чем ты сейчас участвуешь, является рамкой? Порно? Нет, интервью. Подписка! Рамки вопросов присутствуют, да. Практикуешь ли ты БДСМ? А что в твоем понимании БДСМ? Если это латексные маски, пляски, то нет. А если это другое? Ну, вообще, допустим, что касается татуировки, это определенного рода садизм в любом случае. Ты садист? Я понял, что да. Садист по строению души? Отчасти по самовыражению. Не кажется ли, Татуировки также. что твое самовыражение специально провоцирует людей на неприязнь? На неприязнь к садизму или ко мне? К тебе, к твоему творчеству, что твое творчество создается ради неприязни. А что, должен быть зефир какой-то и радуга? Должно быть то, что угодно, но я интересуюсь твоей мотивацией и творчеством. Из каких побуждений ты делаешь именно то, что ты делаешь? Мы же выяснили, что это отчасти протест, отчасти самовыражение и отчасти все вместе. Возможно, ты поменял бы свое мнение сейчас, Почему? потому что ты не ставишь рамки, Потому что я говорю сам с собой. да? Почему я тогда должен менять мнение, если... я, получается, противоречу сам себе, и сам себе отвечаю, и сам себе противоречу. Да? Да? А мы где сейчас? Мы сейчас находимся в какой-то локации, А почему? потому что ты решил снять про себя интервью. Сам для себя? Да. Сам себе задал вопросы другим голосом. И сам себя снял. Сам себя снял. Мгм.
В какой момент ты понял, что ты человек? В тот момент, когда я почувствовал бой. Когда это было первый раз? Когда я понял, что я не являюсь частью ячейки общества, называемой семьей, и называемой гражданином, и называемой массой. Не кажется ли тебе в какие-то моменты, что ты все-таки заблуждаешься? Каждый заблуждается, но каждый при этом ищет себя. То есть поиск себя дает возможность понять, заблуждаешься ты или нет. Часто ли ты ставишь под сомнение свои выводы? Сейчас уже нет, Почему? потому что это максимально искренне. Все, что я делаю, Как ты понимаешь, что это искренность? это интуитивность и импровизация. Это дает мне понимание первоисточника, и автоматизм дает мне понять. Ты робот, что ли? Я не знаю. Есть ли какая-то конечная точка в твоей импровизации? Нет, это бесконечно. В этом и есть суть вдохновения, бесконечно. Можешь черпать его бесконечно, когда ты экспериментируешь, не замыкаешься. Так же ли ты думал несколько лет назад? Нет, несколько лет назад все было абсолютно по-другому. Понимание вопроса того, что я хочу делать, и результата моих действий. Конец — это начало? Да, конец — это всегда начало чего-то нового. Считаешь ли ты, что это интервью будет информативным? В каком-то роде да, в каком-то роде нет. Так как я достаточно давно последний раз давал интервью, я считаю, что я мог бы дать его гораздо более обширно, если бы у меня был опыт. Какие ты преследуешь цели, говоря сейчас про интервью вообще? Я хочу ответить более развернуто на тему того, зачем я все это делаю. Всем нуждающимся. Ты думаешь, их много? Да. Я знаю. Откуда? Но мне же задают постоянно вопросы. Считаешь ли, что у тебя нету все-таки публики, и это все Мираж? полный? Я думаю, да. Возможно. И что они просто хотят увидеть и посмотреть на твое ебаное шоу, Какое шоу? которое ты делаешь, Когда? когда делаешь татуировку. Не является татуировка этой частью шоу твоего? Я считаю, что слово не подходит. Шоу. Оно никак не объясняет то, чем я занимаюсь. Это перформанс Угу. в определенном роде. И перформанс больше создающий вопросов, чем ответов. Когда люди начинают задавать вопрос, почему я в маске, что значит эта точка и почему зуб, почему я не могу выбрать то, что я хочу, и почему я здесь. Некоторые люди вообще после сеанса они не понимают, почему я здесь, что это вообще было со мной, что это за музыка, как это вообще появилось на моей руке и почему мне это нравится. Но сейчас же ты проясняешь это все. Отчасти. То есть ты хочешь, чтобы люди получили какие-то вопросы внутри себя, Я думаю, будет больше вопросов, чем ответов, конечно. но сейчас ты все-таки даешь ответы на эти вопросы. Отчасти. Сейчас разыграем вот этот вот патч, который получит победитель розыгрыша. Для этого вам надо поставить лайк, сделать подписку на этот канал и написать в комментарии любую цифру или слово. Я проведу розыгрыш рандомным образом, и победитель получит именно этот патч от самого бакуниста. Согласись? Мне кажется, что это достойная победа для любого человека. Для любого. Тот, кто не обременен рамками. И ошибками тоже. Все? Подписка, лайк, комментарии ставим. Все, блядь, суки.